Дорогие рукодельницы, всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Меня зовут Аня. Сегодня я хочу пошить новый проект из книги Тильда, которая называется «Горячий шоколад». Одна из последних книг. Полный обзор этой книги вы можете найти у меня на канале. Вот здесь сверху я оставлю ссылочку. Тот проект, который я хочу начать сегодня, это будет вот такая уточка. Я ее называла гусиком, потому что думала, что вот это гусь. Но потом посмотрела на название, и оказывается, что здесь дак, это утка. Но поскольку я выросла в городе, то я не увидела разницы между гусем и уткой. Если вы видите, особенно в текстильной уточке, разницу, то напишите, чем они отличаются. Есть несколько размеров утки, я буду шить самую маленькую, которую предлагает Тильда. И чтобы мне не переводить сзади выкройки на другую бумагу, я немного ранее их распечатала. И, конечно, у вас всегда есть возможность зайти на Amazon или eBay и купить там электронную версию вот этой книги. Тогда у вас будут в компьютере вот все выкройки. Можете распечатывать себе, либо купить саму книгу. Ну, я люблю все вот такое живое, которое можно потрогать, поэтому я люблю хранить у себя именно вот книгу. Начинаю шить уточку вот такую, и она будет не из ткани Тильда. Я решила, что в этот раз я возьму то, что у меня есть, и то, что мне больше подходит по цвету. Для носика и лапок вместо вот этого розового я возьму вот такой лен цвета куркумы. И для тела использую корейский Оксфорд. Вот такой Оксфорд от фирмы Daily Like. Очень качественный производитель, такой же, как и американский хлопок, такой же, как хлопок Тильда. То есть у них тоже потрясающе красивые хлопки, но это Оксфорд. Эта ткань такая более плотного переплетения. Из нее шьют сумки. Я из нее обожаю шить варежки. Вы еще, наверное, не раз у меня на канале услышите фирму Daily Like и увидите их ткани, ну потому что это очень хорошее качество и очень приятно с ней вообще работать. Значит, вы видите, что по цвету все очень созвучно, подходит. И вот у меня будет из этих тканей гусик. Я вырезала все детали выкройки, а там, где выкройка находила друг на дружку, я добавила малярный скотч, чтобы мне ничего не переводить отдельно на бумагу. И также и здесь, видите, кусочек отсюда вырезала и добавила малярный скотч. Вот так это выглядит. Сейчас соберу вместе. Гусик вроде бы маленький, но опять не помещается в кадр. Помните о том, что Тильда никогда не добавляет припуски на швы, поэтому каждой детали придется добавлять припуски, какие вам удобно, 5 или 7 миллиметров, или даже сантиметр. Ну, например, в моем случае, если я лен не проклею, то нужно припуски побольше, потому что он очень сильно сатается, очень сильно махрится по краям. По ходу видео я буду говорить, где я буду проклеивать лен. И сейчас буду делать в этом видео вот такие замечательные лапки. Лапки я сейчас буду шить, не проклеивая их ни флизелином, ни дублерином, просто из льна. Но также я хочу добавить объема. То есть сначала нужно будет прошить вот так по контуру, потом вывернуть и прошить вот такие ямочки. И здесь остается только ткань.
сам лен. Я хочу сюда добавить тоненький слой слимтекса. Это мои какие-то остатки, обрезки от предыдущих проектов. И их как раз хватает, чтобы добавить даже вот этим ямочкам определенной мягкости и объема. Это, по-моему, слимтекс толщиной 100. Я обвела 2 лапки, только 2, потому что еще 2 вот просто накладываю ткани друг на дружку и прошиваю. Поэтому 2 достаточно. Оставила черновые припуски, то есть я еще их буду уменьшать. Это просто отрезала лишнюю ткань вокруг. Ну и сзади подложила слимтекс. Сейчас буду прошивать вот по этому контуру. Потом обрезать слимтекс и потом обрезать лишние припуски. Длину стежка я обычно ставлю 1,8, когда именно шью кукол. Тильда рекомендует ставить вообще 1,4, 1,5. Ну, 1,8 абсолютно достаточно. И теперь приступаю к пошиву. Не забываем, что нужно сначала сделать закрепку. Поскольку здесь очень много рельефов, то приходится поднимать лапку и делать несколько стежков, потом опять поднимать лапку, двигать немножко изделие. Я прошила лапку на швейной машинке. Не забудьте, пожалуйста, вот здесь вот в начале поставить закрепки, несколько стежков туда-обратно. Это очень важно, потому что при выворачивании просто вот тут вот все будет распускаться. Ну или завязать узелки. Также я дополнительно вот эту линию себе обозначила водорастворимым маркером, потому что его легче рассмотреть, когда шьешь именно на швейной машинке. Белым мелом немного плохо было видно вот эту линию. И теперь первым делом я срезаю именно слимтекс. Стараюсь срезать максимально много. Ни в коем случае не оставляю в припусках, потому что это просто ненужное утолщение. Но и также срезаю аккуратно, чтобы сейчас не повредить строчку, чтобы она не распустилась. Вот так получается. И теперь мне нужно срезать припуски, потому что я здесь просто обрезала просто так лишнюю ткань, а сейчас срезаю именно припуски. Значит, сверху я не оставляю ничего. У меня здесь заложены припуски с выкройки 1,4 и, по-моему, сантиметр или 1,5 я закладывала своих припусков. Их я отрежу после того, как выверну изделие.
Оставила припуски даже вот 3-4 миллиметра, просто чтобы не делать тут ножницами зигзаг, что-то вот тут не резать. Не хочется разрушать текстуру льна. Я сейчас буду выворачивать, тут ниточки там, где надо, они сами распустятся. В хлопке, конечно, можно оставлять чуть побольше припуски, и если лен будет проклеен флизелином, тоже можно оставить чуть побольше, и вот здесь в местах сгиба сделать надсечки. Я вывернула 2 лапки, конечно, не без помощи зажимов, потому что руками и палочкой это делать просто сложно. Но, как вы видите, ничего не порвалось, все лапки аккуратные. И сейчас обязательно их отутюжу. Теперь мне нужно сделать вот эти перепонки, и для этого я их вырезаю. И обвожу при помощи водорастворимого маркера от Prim. Ну, не обязательно такой покупать, можете взять какой-то другой фирмы проверенный. Я знаю, что вот этот маркер точно уйдет от воды. Теперь строчу на швейной машинке. Делать реверс не буду, потому что на концах буду завязывать узелки и прятать их внутрь, чтобы была красивая такая строчка. Если вы внутрь не помещали слимтекс, значит вот эти части у вас будут просто как 2 части ткани. Вот такие получились перепонки. Если без маркера, вот можно перевернуть и увидеть их вот так. Сейчас они незаметны, они будут заметны, когда я саму ножку набью холофайбером. Сейчас я буду завязывать вот эти все концы ниточек на узелки и прятать их внутрь изделия.
Решила я набить лапки вот таким вот аэропухом. Это тоже синтетический наполнитель. Можно было использовать какой-нибудь мягкий холофайбер, но у меня сейчас такого мягкого, белого, дорогого холофайбера нет в наличии. Есть только вот такой, более жесткий. Им я буду набивать тело самой игрушки, но лапки маленькие, поэтому буду набивать их вот таким аэропухом. Он придаст объема, но не будет вот сильно раздувать сами лапки. Вот такие утиные лапки получились. Мне нравится, как выглядят. Тут сработал хорошо аэропух. То есть они не только объемные, но еще и очень мягкие. Я надеюсь, что уточка сможет даже сидеть на своих лапках. То есть что игрушка вот будет устойчивой. Но это мы посмотрим в конце пошива. Вот эти места я, конечно же, не набивала наполнителем, потому что их я буду пришивать к телу уточки. И вот где-то вот так, то есть 3 пальчика и подушечка у меня набиты. Весь остальной объем делает вот тот слимтекс, который есть внутри. Это не обязательно, но мне нравится финальный результат. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, я была вам полезной в пошиве ваших текстильных игрушек. И, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал. До следующего видео. Всем пока!